11 января в 6 часов вечера по моему времени вышел заключительный сезон Sonic Prime, который является финалом. Несмотря на то, что всего вышло 7 серий вместо 8, как в 2 сезонах, он вышел намного лучше, чем я ожидал. Вместо растягивания сюжета на весь сезон и генерального сражения в последней серии, буквально весь сезон это пи***ка всех против Найна, с нарастающим масштабом по приближении к последней серии. Куда-то меня понесло, я же еще не сказал. Всем привет, с тобой Андрей Марас и мультобзор третьей части Соника Prime. А теперь можно дальше продолжить спойлерить. Многие уж точно задавались вопросом, а где 8-я серия? Везде было 8, а теперь 7? У меня есть ответ на этот вопрос. Изначально Sonic Prime задумался как единый мультсериал, просто поделенный на 3 части и выходящий в разное время. После релиза первой части ее начали называть как первый сезон, для удобства разграничения сериала, отчего мы и получили 3 сезона. Если внимательно присмотреться к первой серии, то по ее хронометражу можно заметить, что просто взяли 2 серии и объединили в одну большую. Так сказать, одолжили ее у третьей части сериала. И получилось такая вот диспропорция. Хотя в целом по сериалу сериями все же норм получается. Этот сезон был насыщен событиями, отчего при просмотре его первой половины мне надо было взять перекур на полчасика, чтобы все переварить. Хотя с предыдущими 2 сезонами такой проблемы, или же плюсом, не знаю как сказать, я все-таки не сталкивался. Я долго думал, стоило бы растягивать события сезона небольшим затишьем, чтобы зритель мог перевести дух и таким образом добавить дополнительную серию в сезоне. И все же понял, что лучше оставить так как есть, иначе размусоливать сопли еще на серию может ухудшить общее восприятие сериала. Хотя о чем я? Финала! Третий сезон, как обычно, начался с флешбеков предыдущих серий, чтобы вкратце нам напомнить сюжет Соника Prime и как мы оказались именно в этом месте. Нам перемещается во мрак и спокойно объединяет осколки в единую парадокс-призму. С помощью их силы, как градостроительном симуляторе с модом на бесконечные деньги, начинает создавать свой мир. Из-за его действий все шаттер вселенной становится не очень хорошо, и они буквально начинают разваливаться. И первым разрушился... Ой, как удобно! Грей Хилл! Который после похищения осколков сценаристу стал ненужным. И отличной нагнетающей идеей станет его уничтожение уже на 3-й минуте сериала, чтобы Соник и дальше продолжил тильтовать. Шэдоу, как обычно, приводит его в чувство, и они вдвоем отправляются во мрак через трещину к Найну, где их встречает металлическая версия Соника и Шэдоу, и прочие роботы-героев, которых повстречал Найн во время путешествия с Соником. Во время словесной перепалки Соника с Найном Шэдоу понимает, что призма на самом деле не закончена, не хватает последнего элемента – Соника. В нем заключена последняя часть призмы, которую он поглотил во время ее разлома. Поэтому этот синий еж нужен Лису, чтобы доделать кристалл, стабилизировать вселенную и построить найновский рай. Терпя поражение в следующей схватке, Шэдоу жертвует собой, спасая Соника от лап Лиса. Отрываясь от погони, Соник отправляется в Нью-Йорк, чтобы собрать команду, которая остановит Найна. Но не все так просто. Чтобы оправдать свой новый титул как суперзлодей, Лис проектирует свое лицо на весь город. Ой, футаж не тот. Sorry. И следит за действиями Соника, как он спасает жителей города, а также пытается убедить его вернуться во мрак. Хотя хз, как с такого расстояния он его может видеть и слышать, когда можно было проектировать себя у него под носом и так начать бесить Голубого весь сезон. И быть может мне кто-то сможет объяснить смысл этой сцены, когда Соник танцами бесит робоптиц. Или ее просто забыли вырезать, странные ракурсы полубоком, чтобы сам зритель не мог нормально разглядеть. Отсутствие звуковых эффектов во время этого действия и птицы, которым было по факту просто пофиг на это. Отчего смысл сцены просто теряется. Конечно, она выглядит забавной, но это не отменяет ее кринжовость. Но уже в цитадели на спасение Соника пришли сами Эггманы. Не, у них не проявили симпатию к ежу. Им нужна его энергия, чтобы зарядить севшие аккумуляторы без осколка призмы. И с помощью него остановить Найна, разрушающего их город. Но при этом тимиться с прочим сбродом они не горят желанием. Но, как говорится, враг моего врага – мой друг. И поэтому со скрежетом в зубах они идут на уступки. Понимая, что дела плохи, Соник решает сдаться Найну, чтобы он больше никому не причинял боль, восстановил распадающийся мир и попытаться убедить его в том, что тот ошибается. Его никто не предавал, и есть возможность все исправить. Но дружескую идиллию нарушают примчавшиеся на помощь Эггманы с друзьями Соника на своем корабле из Анлишта. Они не дают Сонику сдаться, утверждая, что Найн снова не сдержит слова. Лис видит, что его в очередной раз предали, и начинается генеральное сражение за владением парадокс-призмы, длящееся целых 3 серии. 3 серии экшона, иногда прерывающиеся затишьями. Всем жителям шаттер вселенной пришлось сражаться с армией ухудшенных клонов альфа-версий каждого персонажа вселенной, то есть Эми и ее птички, Наклза, Руж и Сониковского Шэдоу. Сразу видно, что форсами вдохновлялись, в том числе и копирки одних и тех же персонажей для массовки. Но тут хоть это
более-менее оправдана. В очередной раз Sonic Team хотели друг друга прикончить, но они смогли успокоиться и разработать план. Он заключается в том, что падальщики и пираты делятся на две небольшие группки и втихую с флагов пытаются добраться до Найна и его ликвидировать. Оставшаяся часть войск будут наступать в лоб, беря на себя огонь роботов, прикрываемый огнем с воздуха. А Соника попросили особо не высовываться на рожон. Если его схватит Найн, битва будет проиграна. Забавно было видеть реакцию Найна, когда он увидел на поле боя своих альтер-эго и на всякий случай погнал всю армию на них, чтобы точно быть уверенным, что ему никто не будет угрожать. Но Найну не удается одолеть кучку сброда, и увидев жертву Бига, решает ультануть, создав гигантского меха Бига, стреляющего ракетами в виде Фроги, который в Соляного раскидал всех. Но недолго он разваливал кабины. Главный корабль Эггманов его уничтожает, из-за чего тот в конечном итоге и сам падает. И спустя полсезона Соник наконец находит Шэдоу в ущелье, роль которого по итогу будет сводиться в сражении с альфа-версией Санадо в бою. Как говорится, персонаж отыграл свою роль в сериале, но его нельзя слить. Пусть тогда сражается на заднем плане с имбой, пока он снова не понадобится сценаристу. Наконец-то показали последнюю уникальную способность Соника. Теперь во мраке он способен создавать гексагоны, которые может всячески использовать в бою. Конечно, не уровень Найна в постройке, но зато без нанесения вреда своему же здоровью. И эта битва для Лиса оказалась последней. У него уже не осталось сил сражаться. Вся энергия у призмы практически истощилась, а вселенная схлопнулась до небольшого купола вокруг кристалла. И тут Соник понимает, что выбора теперь точно нет. Для полной починки призмы он жертвует собой, отдавая всю свою энергию. Ведь во всем виноват именно он сам. Он разбил кристалл. Вся эта ситуация случилась из-за его необдуманных действий. Но риск оказался успешным. Всю энергию получилось высосать и восстановить призму. Все миры возвращаются назад, в том числе и родной мир Соника Шэдоу, Грин Хилл. Но синий еж начал рассеиваться. После восстановления сам кристалл пропал, но всем было уже не до этого. Чтобы не дать Сонику погибнуть, надо как можно скорее его вернуть в родной мир, невзирая на все преграды, ставшие на пути спасателей, в котором финальный рывок сделал Шэдоу, державший на руках прозрачного Соника. Следующая сцена начинается со знакомого для нас места. За пару секунд до раскола призмы. Соник был готов обделаться от счастья, увидев своих привычных друзей и Руж. И вместо старого прыжка на кристалл еж прыгает обниматься с Эггманом, отчего ненавистник Фурей сразу начал бить его, чтобы вправить мозги голубому. И Соник вместо соло борьбы прибегает к помощи своих друзей и Руж и одолевает Эггмана, пока вдруг на подмогу не пришла сама высшая форма жизни с тем самым потерянным изумрудом хаоса. Телепортируется на призму и попускает Эггмана и исчезает с этим же сокровищем. Эггман убегает и наступает true финал сериала. Ну, как финал. В конце была показана сцена, где Sonic Team отдыхала на пляже, пока их покой не побеспокоил гигантский взрыв, схожий с тем, который мы могли видеть еще во время первой серии сериала, когда Соник взорвал ловушку и раскрыл проход к призме. Но давай буду строить теорию чуть-чуть попозже. Я хочу поделиться мнением, хорош ли сезон по сравнению с предыдущим или все же фея. Теперь с полной уверенностью я могу заявить, что Sonic Prime лучший мультсериал по Сонику за все время, потому что планка была выдержана, а третий сезон не подкачал, хотя ожидал, что мне точно должен не понравиться. Конечно, многие проблемы визуала сериала остались прежними, как отсутствие следа после выстрела, слабые задники во мраке, но мыло все же я не смог найти. Если находясь в измерении колючий рост это само бросалось в глаза, то даже после второго пересмотра сезона я так и не смог найти мыльцо. Хотя мне в комментах писали, что у Найна в одной сцене пропал чуб, в близком ракурсе в цитадели Лиса нога Соника вроде бы прошла через текстуру, но заметить это все-таки сложно. В этом сезоне огромная часть была отведена сражением всех жителей вселенной с роботами-клонами. Конечно, использовано детское клише, как отсутствие крови при драке, роботы рассыпаются, а все живые персонажи не погибли, но это не сильно портит впечатление. Тут была показана самая масштабная боевка, которую уж точно ожидали все фаны форсов. Тут уже 100% видно, что Sonic Forces стала вдохновителем Прайма, но слава яйцам, с хорошей стороны. Как фаны себе представляли во время просмотра первых трейликов. Я сезон смотрел в оригинале на Netflix, без русской адаптации и смог увидеть пару смешных моментов, хоть и про кринж студия все-таки не забыла. Как обычно продолжается арка Санаду, когда на любое действие Шэдоу Соник слишком эмоционально реагирует. Конечно, можно сказать, что это единственный выживший его друг из старого привычного мира, поэтому так живо воспринимает его, но в это трудно вериться. Все же не забываем, что Prime выходит на Netflix, который продолжает выполнять план по количеству черных и меньшинств в кадре. Либо просто у меня не настолько уж близкие отношения с друзьями, или со мной на самом деле что-то не так.
Также мне не понравился момент, когда Тейлзы, ни разу не контактирующие с технологиями, на изи все чинят, а паршивец, дикарь, работает лучше Эггманов, пару раз нажав на рандомные кнопки и покрутив шарик. Конечно, эта сцена чисто гэговая, отсылающая на парочку мемов, как с тем же Соником и птицами, но ее значимость я все же не понимаю. Можно же было по-другому показать, не выставляя Эггманов полными дураками, которые смогли построить мегаполис и установить собственные порядки, между прочим. Также повторилась история с 8-битной вставкой, которую уже спустя пару часов с премьеры сезона фаны переделали и загрузили свой вариант на ютубчик. Скажу сразу, я не рьяный фури-фан, который все знает о франшизе, и за такие смогут опровергнуть мой дай этой сцене, но зачем она тут? По-моему, ни в одной в игре по Сонику не было такого сражения. И если уж вставлять, то точно известный момент. К моменту DZ Robot из Соника 2, где впервые появился Тейлз как персонаж. Либо просто делать флешбэк стилистикой сериала, чтобы она не выбивалась. А то опять появляется чувство, как в первой серии со воспоминаниями Найна, что это тупо заигрывание с олдами Соника. Причем еще и менее оправданный час с воспоминаниями. Если Соник так сильно волнуется о внимании Shadow, то почему после того, как он спас Соника, Голубой немного поволновался, а после забил? Нет, я не имею в виду назад вернуться и спасти ультим, это бессмысленно, а когда все вернулись во мрак. За все время, пока он не упал в разлом, он ни на секунду не задумался о Shadow, что он где-то рядом лежит, нуждающийся в помощи Голубого. Не. Пофиг, погиб Фейкер, ну и ладно. Ему не привыкать умирать, кто-то его обязательно воскресит, ведь он высшая форма жизни. Можно было еще подушнить моментом, когда птичка-колючки спокойно летала в вакууме. Для тех, кто не знает, в вакууме птицы не могут летать. Но я об этом не стану говорить, чтобы ты ненароком не подумал, будто я хейчу сериал. Просто парочка неоднозначных моментов, о которых невозможно молчать. Ведь помимо недочетов есть куча добрых, либо же милых моментов в сериале. Как Розы стали называть друг друга сестрами, двух рисов, которые пытались заставить работать Меха Бига, точно дружеские обнимашки ежей, Соника с Эггманом из родного мира и с Найном в конце сериала. Это те моменты, которые мне врезались в память. И похожих случаев намного больше перечисленных. И если твой любимый отрывок я не озвучил, то поделись им в комментариях. А теперь давай подумаем, что по итогу случилось в этом сезоне. Дред перевоспитался и понял, что друзья важнее блестяшки. Эггманы в том, что пока не урегулируют разногласия, их всегда будут попускать. А Найн в том, что надо уметь доверять друзьям, ведь не все желают ему зла. Сонику удалось одолеть Эггмана, не расколов призму только при помощи друзей, и все же я бы не сказал, что всеми любимая сила дружбы, как в фронтах, стала ключом к победе. Ведь Найн сдался, и его не уничтожили только из-за того, что только он знает, как спасти всех жителей вселенной от погибели. Также и Эггманы пошли на уступки под этой же угрозой. А самое главное, что будет дальше? Нет, я не имею в виду 4-й сезон, либо же Sonic Prime 2, а что осталось со всеми Шаттер вселенными и его жителями. Ой, сейчас музыкальную тему поменяю под статьями. Вот так. В мультобзоре 2-го сезона я понял такой вопрос. А что останется со вселенной, если восстановить кристалл? Ведь технически эти все микромиры являются частью Гринхилла, и параллельно они не могут существовать друг с другом. По итогу эта тема так и не раскрылась. Когда восстановили Кайбер-кристалл, все миры, что мы видели в сериале, восстановились. Как и Гринхилл, что весьма странно, ведь ранее он был заморожен. Возможно, вернулся во время разлома Кайбера и высвобождения энергии из Соника. А как тогда существуют другие миры, созданные каждым осколком отдельно? Копнем глубже. Когда Shadow с Соником вернулись в Гринхилл, они попали в момент за пару секунд до раскола призмы с Соником. Синий Ёж все помнит, что с ним приключилось Шаттер вселенной, из-за этого он не разбивает призму. То есть, событие с расколом не случилось, из-за которого Шаттер вселенной вообще появилась. В довод того, что по временной линии события с расколом не наступило, свидетельствует зеленый изумруд хаоса, который Shadow потерял в пустоте. Но сейчас у него есть, как ни в чем не бывало. А значит, событие с расколом не заново началось Шаттер вселенной, а откатилось по времени назад. До появления Киберспейса и всего Соника Прайм. Закрывающие сцены сериала показали взрыв, похожий на энергию призмы. Но это только схожесть. Такой взрыв мы наблюдали в первой серии во время действия преобразователя энергии Эггмана. Поэтому вопрос остается открытым. Что это за взрыв? И если обобщить мою теорию, то всех жителей Киберспейса на данный момент финала никогда не существовало. Призма не раскалывалась, а значит появление хоть одного персонажа Кибервселенной будет супер-попер-мега-гипер несостыковка на коренном уровне истории. И пока 4-й сезон не выйдет, либо же нам в очередной раз TaleStube не пояснят за лор, будем держать теорию в голове. Но если ты не согласен с моими выводами, либо же у тебя другой взгляд на историю и финал, милости прошу в комментарии. Все твои теории с радостью прочту. Так что, так ли плох сериал? Конечно нет. В любом случае, если после просмотра мультфильма сам неосознанно начинаешь строить теории что да как, то не успех ли это? Тебе не пофиг на происходящее? Это ли вообще не главная цель мультфильма?
вызывать эмоции. Наблюдался рост всех персонажей, довольно сносная история и отличная анимация, ни с чем не сравнимая во франшизе Соника. Как и у любого проекта, длящегося более 5 секунд, есть свои минусы, но и плюсы спокойно их перевешивают. Отчего остается приятное послевкусие, ведь нет ничего слаще, чем отличный финал. Хочу поблагодарить Империю Зла, Дениса Щелкунова и Фьюри Чара за оформление бесплатной подписки на Бусти по первой ссылке в описании ролика. А с тобой был Андрей Марас. Не пропустить этот сериал будет настоящим преступлением, даже если ты хейтер Соника Прайм. Но не откладывай этот мультсериал в долгий ящик. Теперь можно подробно изучить Соник Прайм от и до, ведь история полностью рассказана, и выход 4-й части стоит ждать не ранее 1 года.